Слепой слоненок был в шаге от смерти. Он перестал есть и уже ни на что не реагировал. Ветеринары дали ему всего одну ночь. Но этой ночью обычная собака совершила немыслимое. В углу тускло освещенного вольера в Найроби лежал 3-недельный слоненок по имени Тембо. Он угасал. Ослепший из-за инфекции, осиротевший после гибели матери от рук браконьеров, он потерял волю к жизни. 3 дня он не ел, не вставал и не реагировал на прикосновения. Ветеринары вынесли тяжелый вердикт. Если до рассвета он не начнет есть, его придется усыпить. Рейнджер Джеймс, посвятивший жизнь защите дикой природы, чувствовал бессилие. Но его тревожил не только Тембо. В лагере жил еще один сломленный – черный лабрадор Шэдоу. После гибели своего хозяина, воина Масаи, пес перестал лаять, играть и почти не ел. 2 существа, объединенные горем, угасали. И тогда Джеймсу пришла рискованная идея – познакомить их. Первая встреча обернулась хаосом. Слепой Тембо запаниковал, услышав незнакомые шаги, а Шэдоу ответил агрессией. Джеймсу пришлось срочно их разнять. Казалось, все только ухудшилось. Но ночью произошло неожиданное. Шэдоу сам пробрался в вольер к слоненку. Утром Джеймс увидел невероятное. Пес лежал рядом с Тембо, прижавшись к нему, а слоненок спокойно положил на него хобот. Это тепло и присутствие другого живого существа изменили все. Впервые за долгое время Тембо встал и выпил молоко. Это стало началом его спасения. С тех пор Шэдоу стал его глазами. Он шел впереди, предупреждал об опасностях лаем, а Тембо учился ориентироваться. Они стали неразлучны. Пес обрел смысл, а слон — опору. Но однажды их ждало серьезное испытание. Во время сильнейшего шторма заповедник затопило, и Тембо оказался в бурной воде. Слепой и дезориентированный, он мог утонуть. Шэдоу бросился в поток, доплыл до него и, ухватив за кончик хобота, начал направлять. Шаг за шагом он вывел слона к безопасному месту, несмотря на течение и опасность. Это был подвиг. Годы шли. Тембо вырос в сильного слона, а Шэдоу состарился и начал терять зрение. Теперь уже он стал слабее. Однажды в заповедник пробрался лев и нацелился на старого пса. Шэдоу не заметил опасности, но Тембо услышал ее. Не видя, но чувствуя угрозу, он помчался на звук и в последний момент встал между львом и другом. Его мощная атака отпугнула хищника. На этот раз Тембо спас Шэдоу. Тот, кого когда-то спасли, стал спасителем. Спустя несколько месяцев Шэдоу тихо умер во сне рядом с Тембо. Джеймс похоронил его под деревом, где они когда-то играли. Но Тембо не сломался. Спустя годы его выпустили в заповедник, и Джеймс заметил удивительную вещь. Каждый раз, когда появлялся новый осиротевший детеныш, Тембо первым подходил к нему. Он осторожно касался их хоботом, успокаивая, так же, как когда-то это сделал Шэдоу. Иногда на закате Джеймсу кажется, что рядом с огромным слоном бежит темная тень. Тень, которая никуда не исчезла. Эта история напоминает, даже в самой тьме доброта может найти путь, а доверие способно исцелить самые глубокие раны.